Установка 18-го астериска на Debian несложная задача. Подключимся по SSH. Командой host control узнаем AS, ее версию и разрядность. ls-cpu покажет сведения о процессоре. Free-m показывает 512 МБ оперативки. Мало, но для теста хватит. Жесткий диск в 10 ГБ подойдет для наших задач. Перед установкой астериска обновим пакеты и библиотеки. Перейдем в директорию для хранения исходников и закачаем туда текущую версию 18-го астериска. Разархивируем исходные коды Астера. Заходим в папку и выполняем скрипт, который подготовит исходники для компиляции и установит все зависимости. Этот скрипт облегчает установку астериска, но будет установлено много лишнего. После скрипта запускаем конфигур. Долгожданная звездочка. Подготовка прошла без ошибок. Make меню селектом добавим дополнительные модули в астериск. Как пример, файлы русской озвучки. Теперь выполним make и make install. Командой make-sample создадим конфигурационные файлы для работы астериска. Заключительный этап – make-config. Проверим запуск службы, без ошибок. Останавливаем службу и создаем пользователя и группу астериск, чтобы запускать сервис не из-под рута. Прописываем права астериска на папки. Осталось настроить автозапуск под пользователем. Открываем файл и раскомментируем две строчки out-user и out-group. Сохраняем. Активируем автозапуск и стартуем сервис. Проверяем статус. Видно, что астериск запущен от имени своего юзера. Еще раз убеждаемся командой ps с grep. Оглядим астер изнутри, через CLI. Модуль SIP в 18-м астере не включен, есть более продвинутый PGSIP. Предварительно настроены некоторые фичи, а также диал-план. В нем много всего. Заслуга make-sample. Придется переписывать под свои задачи, но проще очистить и написать с нуля. Все команды из ролика вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Продолжение следует.